Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание именам. Поговорим об энергетике имен, поговорим о том, как имя наше и деньги взаимосвязаны, почему к именам нужно относиться с особой ответственностью, и поговорим о том, какие имена притягивают деньги. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Этой информации нет нигде в интернете. Всем приятного просмотра. Давайте начнем с того, что когда мы выбираем имя ребенку, очень многие родители относятся к этому со всей ответственностью. Кто-то легко справляется с этой задачей, а у кого-то придумывание имени затягивается на долгий период, при этом забирая много времени и сил. Ведь выбрать ребенку хочется самое красивое и идеальное имя, с которым ему будет комфортно и удачно, он будет успешно проживать свою всю осознанную жизнь. Но самый популярный критерий выбора имени по значению имени, потому что каждое имя имеет свое значение, на которое часто обращают внимание будущие родители. Далее, критерий выбора имени по знакам зодиака. Здесь имеется в виду перечень имен, которые соответствуют каждому конкретному знаку зодиака. Далее связаны с семейными традициями. Это когда ребенка называют в честь бабушек, дедушек, прабабушек и так далее. В честь известных людей. Имя ребенку дается в честь известного, например, музыканта, певца, персонажа из книг и так далее. Далее святцы, когда сопоставляют дату рождения малыша с церковным календарем. Но популярные, также родители могут рассматривать популярные именно на тот момент имена, когда родился ребенок. Но, к сожалению, из года в год меняется популярность детских имен. И родители, как правило, предпочитают модные имена. Но не все имена модные во все времена. Но, конечно же, имя ребенка должно нравиться в первую очередь родителям. Но существует ряд советов для родителей, которые еще не выбрали имя. Вы должны помнить, что имя – это не платье, которое можно одеть в праздничные дни, подарить или просто-напросто выбросить. Помните о том, что имя мы даем один раз, поэтому не стоит ставить ребенка в такую ситуацию, что он, подрастая, будет стесняться своего имени и будет думать о том, как это имя поменять. Поэтому прежде чем дать ребенку имя, прислушайтесь к советам, дабы в будущем не пришлось вам его менять, или ребенок будет сам хотеть это сделать. Прежде всего, оно должно легко произноситься. Красивым должно быть не только имя, но оно должно сочетаться и с отчеством ребенка, так и с фамилией. Не стоит также забывать о том, что имя мальчика в будущем станет и отчеством. Продумать нужно и уменьшительно-ласкательные или сокращенные варианты имени. Может, полное имя нравится, а сокращенное нет, или наоборот. Конечно, очень особое имя – это, конечно, прекрасно, чудесно, но мы должны с вами понимать, будет ли комфортно ребенку по жизни. В прошлом, и выбирая имя ребенку, понимая, что имя не просто определенный набор букв и звуков, именно имя становилось оберегом, который защищал от негатива любого рода. Помимо этого, имя – это талисман, который привлекает в жизнь ребенка удачу, долголетие, здоровье, благополучие и деньги. Поэтому широкое распространение получали имена, так называемые денежные, которые своему владельцу сулили безбедное существование. Потому что каждая буква такого имени имеет положительную денежную энергетику. Каждая буква – это мантра, заключающая в себе сильный энергетический посыл. В современном мире также существует ряд денежных имен как для мальчиков, так и для девочек.
Эти имена помогают их владельцам достичь определенного карьерного роста, обеспечивают им благополучие, счастье и успех. И к таким именам относятся Александр. Это достаточно будет человек с сильным характером, по жизни будет лидер. Воля и целеустремленность помогут ему добиться успеха в любой сфере, какую только он не выберет. И вы знаете, те, кто родители дали имя Александр, всегда таких людей окружает финансовый успех. Далее Владимир. И Владимир – это владыка мира. В этом имени присутствуют сильные позитивные энергии, которые помогают в детстве преуспеть в учебе, а в дальнейшем человек становится активным, напористым лидером, и любое дело ему всегда по плечу. Далее Константин. И носители этого имени, как правило, работоспособные люди, и им везет во всех финансовых операциях. Далее Виктор. И носители этого имени, раз поставив перед собой определенную цель, упорно ее добиваются. Это хорошие работники, которые постоянно продвигаются по карьерной лестнице. Вместе с этим меняется и их финансовое положение. Обращаем ваше внимание, что те, кто носит имя Виктор, финансовое положение у них всегда стабильное. Далее денежное имя Роман, и обладатель этого имени, как правило, одаренный, талантливый человек. Он добивается успеха в банковской сфере, он умеет распоряжаться деньгами, и они сами его находят. Теперь поговорим о денежных женских именах. Какие же есть? И первое имя – это Ирина. Вы знаете, такое имя женское обладает достаточно сильной энергетикой и меняет жизнь своего носителя в нужную только сторону. Ирины преуспевают в финансовых делах, бедствовать владелица этого имени никогда не будет. Далее Марина. И счастье и успех будут всегда сопутствовать владелице этого имени. Родители никогда не будут беспокоиться о финансовом благополучии своей дочери. Она финансово независима, а деньги к ней будут всегда липнуть. Далее Виктория. Виктория, все мы знаем, что это означает победа. Обладательница этого имени никогда не будет нуждаться в деньгах. Ее смелость и находчивость будут вознаграждены финансово. Далее Наталья. И Наталья обладает стабильностью и мужественностью. И именно Натальи наделены вот таким вот стержнем, мужественностью. И их невозможно сбить с пути. Они, несмотря ни на что, добиваются успеха, получая стабильный финансовый доход. Далее Татьяна. И Татьяна переводится как устроительница. У этого имени очень сильная энергетика. Они легко обзаводятся друзьями, знакомыми, которые помогают добиться успеха и иметь постоянный доход. А вот следующие 10 имен, которые имеют сильную денежную энергетику, и деньги к ним так и липнут. И это. Давайте сначала озвучим первые 10 имен, именно мужских. Это Николай, Василий, Олег, Павел, Алексей, Денис и Андрей. Также доходными считаются следующие мужские имена: Лев, Аркадий, Игорь. А вот добиваться любых успехов могут Кирилл и Михаил. Теперь поговорим о женских именах, которым также сопутствует всегда успех и денежный достаток и прибыль. И это следующие: Анна, Ольга, Маргарита, Екатерина, Кристина, Тамара. Это объясняется тем, что у этих девушек характер лидера. И, выйдя удачно замуж, разбогатеют девушки с такими именами: Евгения, Полина, Елена. И денежными женскими именами также считаются такие, как Нелли, Инна и Лариса. Помните, что успешные имена никогда не были очень сложными. Без сомнения, имя должно нравиться родителям. Оно может быть не денежным, не обладать энергетикой лидера. Но в таком случае ребенку придется немало потрудиться, чтобы добиться успеха на жизненном пути. Вам придется использовать денежные ритуалы, практики, которые будут притягивать успех и благополучие в жизнь.
Но расстраиваться не стоит. Если вашего имени нет среди денежных имен, возьмите в таком случае монетку желтого цвета, самого большого номинала. Лучше, если вы купите новую монетку и заговорите ее на растущую луну. Ритуал должен длиться 7 дней. Проделывать его нужно в одно и то же время. Для этого вам понадобится большая и толстая денежная свеча, а также кусочек красной шерстяной нити. Далее зажгите свечу, а внизу свечи прицепите вашу монетку и обвяжите ее красной нитью. При этом скажите следующие слова. С помощью этой монеты деньги в свою жизнь привлеку, успех обрету, счастьем жизнь наполню. Дайте ей прогореть каждый день на протяжении 7 минут и тушите ее, проговаривая при этом слова. А затем вы эту монету всегда нужно носить будет с собой. Благодаря этому вы никогда не будете иметь никаких денежных проблем. Но обязательно раз в год повторяйте этот ритуал. Но помните, что монету менять нельзя, поэтому мы говорим о том, что эту монетку нужно купить. А для того, чтобы привлечь денежный успех, всегда прислушивайтесь к вышесказанным советам, и тогда в вашей жизни всегда будет достаток, благополучие и изобилие. Еще дать хотим один маленький совет. Всегда думайте о том, каким именем назвать мальчика или девочку. И на интуитивном уровне общайтесь с ребенком. Выбирайте, смотрите и озвучивайте, спрашивайте своего малыша, даже когда он у вас под сердцем. Потому что ребенок на интуитивном уровне вам подскажет, какое бы имя он хотел. Потому что именно это на том подсознательном уровне ему принесет и успех, и удачу. Ему легко по жизни будут идти, и все получается в жизни. Друзья, мы надеемся, наши советы и рекомендации канала Эзотерика для тебя помогают вам в жизни. Мы вам всем желаем мира, любви, благополучия. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.